Для вязания тапочек я вначале делаю подошву. Беру волочную стельку, крючок, шило, ручку для отметок и линейку. Отмечаю центром мыска и ставлю метку. От центра мыска в обе стороны делаю разметку. Дырочки у меня будут через 1 сантиметр. На пятке также отмечаю центральную дырочку. Центральную отметку мыска прокалываю шилом дырочку. Крючком вытягиваю в эту дырочку нить и закрепляю ее. Нить беру крепкую, синтетическую. Делаю шилом отверстие, следующую отметку. Провязываю в эту дырочку 3 столбика без накида. Беру шило и прокалываю следующую отметку. В эту дырочку также провязываю 3 столбика без накида. Итак, от центральной дырочки я провязала в 2 дырочки по 3 столбика без накида. Опять делаю дырочку. В эту дырочку я провязываю уже 2 столбика без накида. Следующую дырочку также провязываю 2 столбика без накида. Так провязываю по 2 столбика без накида дырочки, не довязывая одну дырочку от центральной дырочки пятки. Дошла до пятки. От центральной метки пятки, не довязывая, делаю дырочку. В эту дырочку, так же как на мыске, провязываю 3 столбика без накида. Только на мыске от центра я провязывала по 3 столбика без накида в 2 дырочки. На пятке от центра надо провязать только в одну дырочку 3 столбика без накида. В центре делаю дырочку и в нее вяжу тоже 3 столбика без накида. Следующую метку с другой стороны центра пятки прокалываю стельку и в нее провязываю также 3 столбика без накида. Следующие отметки до мыска прокалываю дырочки и в них вяжу по 2 столбика без накида в каждую дырочку. Когда останется 2 отметки от центра мыска, перехожу опять вязать по 3 столбика без накида в эти 2 дырочки.
Так я довязала до центральной отметки мыска, до того места, откуда начинала обвязку войлочной стельки. Центральную дырочку мыска провязываю 3 столбика без накида. Делаю соединительную петлю в столбике, которую провязала в самом начале. Закрепляю. Обрезаю рабочую нить. Потом все кончики ниток прячу. Схема подошвы в следующем кадре. Приступаю к изготовлению внешней крепкой подошвы из синтетических ниток. Набираю 8 петель, плюс 2 краевые. Вязать буду спицами платочной вязкой. Изнаночные лицевые ряды в платочной вязке вяжутся лицевыми петлями. Первую петлю снимаю, вяжу лицевыми. Последнюю петлю провязываю изнаночной. 2 ряда таким образом вяжу без прибавок. С третьего ряда начинаю делать прибавки с 2 сторон. По одной петле через ряд. Протяжку одеваю на левую спицу, провязываю ее лицевой. В конце ряда одеваю протяжку на левую спицу и провязываю опять лицевой. Второй ряд без прибавок. Таким образом делаю 3 прибавки по одной петли с 2 сторон. Когда на спицах будет 16 петель с краевыми, буду вязать прямо. Постоянно делаю примерку на войлочную стельку. На спице 16 петель. Теперь вяжу 12 рядов прямо. Провязала 12 рядов. Теперь сделаю еще одну прибавку. Первую петлю снимаю, одеваю протяжку на спицу и провязываю ее за заднюю стенку. В конце ряда перед кромочной делаю прибавку опять. Завершаю ряд изнаночной петлей.
Следующий ряд вяжу без прибавок. На спице всего 18 петель. Теперь буду вязать прямо 16 рядов. После того, как провяжу 16 рядов, буду делать убавление. Теперь буду делать убавки. Сейчас сделаю одну убавку по одной петле с двух сторон. В начале ряда первую петлю снимаю, потом провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку. Вяжу лицевыми до конца ряда. В конце ряда перед краевой провязываю 2 петли вместе за переднюю стенку. На спице у меня осталось 16 петель. Продолжаю вязать без убавок 8 рядов. После провязанных рядов буду делать еще одну убавку. Первую петлю снимаю. Дальше провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку. Ряд вяжу лицевыми петлями. Не довязала до конца 3 петли. 2 петли вместе за переднюю стенку, краевая петля изнаночная. Теперь у меня на спице 14 петель. Вяжу прямо без убавок 7 рядов. Опять убавка. Провязываю по 2 петли вместе с двух сторон. На спице уже 12 петель. Вязание продолжаю без убавок. Провязать мне надо еще 31 ряд. Пришла очередь формировать пятку. На пятке начинаем убавлять. У меня для пятки должно остаться 8 петель. Но надо мерить обязательно. Необходимо убрать 12 петель, минус 8, 4 петли. В этом ряду убавляю по одной петли с двух сторон. Убавляю так, как убавляла ранее. На спице после убавления 10 петель. Следующий ряд вяжу без убавления. Потом опять ряд без убавлений. Всего надо провязать 3 ряда без убавлений. Следующее убавление делаю так, как делала. Опять делаю убавку по одной петли с двух сторон. Останется 8 петель. Столько, сколько мне надо. После убавки провязываю еще 2 ряда.
Закрываю петли, и прочная, непротираемая подошва у меня готова. Подошву по краю обвязываю столбиками без накида. Обвязку делаю слабую, не затягиваю. Вначале не делаю петли подъема, сразу вяжу столбики без накида. Это делается для того, чтобы можно было легко и качественно соединить все три подошвы. Так как это нижняя подошва, она должна быть немного больше остальных. Теперь надо соединить две эти подошвы и потом перейти к вязанию последней подошвы. Это будет внутренняя стелька тапочек. Прежде чем перейти к вязанию стельки, я соединяю войлочную и внешнюю подошву. Потребуется еще в работе клеевой пистолет или любой универсальный клей. Приклеиваю одну подошву к другой, так будет удобно их связывать вместе. Они не будут скользить и двигаться. Потом крючком обвязываю столбиками без накида. Обвязывать буду крепкой синтетической нитью черного цвета. Начинаю обвязку с центра пятки. Прикрепляю нить. Одна воздушная петля с закреплением нити. Воздушная петля провязана двойной нитью. Далее столбики без накида. Обвязывает так, что войлочная стелька находится вверху со стороны вязания. Вязание стельки начинаю с цепочки из воздушных петель. Необходимо определить, сколько сантиметров должна быть цепочка. Расчет один для всех размеров. Измеряю длину моей сделанной подошвы. Это 26 сантиметров. Потом измеряю ширину по самой широкой части. У меня 9 сантиметров. 26 минус 9 будет 17. Цепочка должна быть 17 сантиметров. Набираю 42 воздушные петли. Вяжу с примеркой на линейку. Три воздушные петли подъемом. Дальше столбики с одним накидом в каждую петельку.
Последнюю петлю цепочки провязываем дополнительно 6 столбиков с накидом. Итого получается в одну петлю последнюю провязываем 7 столбиков с накидом. Работу поворачиваем. Продолжаю вязать столбики с накидом с другой стороны до последней петли. Кончик нити прячу в вязание. Последнюю петлю провязываю 6 столбиков с накидом. С петлями подъема, которые считаются как один столбик, будет 7 столбиков с накидом в одну петельку. Это пятка. Делаю соединительную петлю в третью петлю подъема. От пятки до мыска 40 столбиков с накидом. Теперь буду переходить на вязание второго ряда. 3 воздушные петли. Над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда провязываю столбик с накидом. Всего 40 столбиков с накидом. Довязала до мыска. Здесь вяжу так. Каждый столбик с накидом нижнего ряда, это 7 столбиков, вяжу по 2 столбика с накидом. Это 14 столбиков с накидом. До пятки провязываю каждый столбик с накидом нижнего ряда 40 столбиков с накидом. На пятке 6 двойных столбиков с накидом.
конце 1 столбик с накидом, потому что есть 3 воздушные петли подъема, как 1 столбик с накидом. Соединительная петля в третью петлю из 3 воздушных петель. Второй ряд также провязала. В начале ряда 1 воздушная петля. Столбики без накида в одиночные столбики с накидом нижнего ряда. Воздушную петлю отмечаю маркером, чтобы в конце было легче ее найти. Всего надо провязать 8 столбиков без накида. По схеме 6. Разница из-за того, что по схеме первоначально надо набрать 32 петли, а я набирала 42 петли. Теперь буду вязать полустолбики. Их также надо 8 штук провязать. До начала мыска провязываю еще 24 столбика с накидом. Первый двойной столбик с накидом провязываю в одну петлю 2 столбика с накидом. Во второй столбик с накидом вяжу 1 столбик с накидом. В следующий первый двойной 2 столбика с накидом. Во второй двойной 1 столбик с накидом. Так повторяю, обвязывая полукруг мыска. По кругу у меня получилось 7 двойных столбиков с накидом и 7 одинарных столбиков с накидом. После окончания оформления мыска вяжу так, как вязала на противоположной стороне. 24 столбика с накидом сначала. Далее вяжу 8 полустолбиков. Потом 8 столбиков без накида. Довязала до пятки. Теперь буду формировать пятку. 1 столбик без накида в нижний двойной столбик с накидом. Во второй двойной столбик с накидом провязываю 2 столбика без накида. Потом первый двойной столбик с накидом вяжу столбик без накида. Во второй двойной столбик с накидом нижнего ряда вяжу 2 столбика с накидом. Все время повторяю. Первый двойной столбик с накидом провязываю 1 столбик без накида, следующий 2 столбика без накида. В конце пятки столбик без накида. Делаю соединительную петлю с первой воздушной петлей. В полукруге пятки 7 столбиков без накида и 6 двойных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Четвертый ряд начинаю с одной воздушной петли.
На эту петлю одеваю маркер, чтобы в конце ее было легче найти. Далее обвязываю всю подошву столбиками без накида. Каждый нижний столбик провязываю один столбик без накида. В конце ряда соединительная петля, первую воздушную петлю, с которой начинала ряд. Провязала всего 120 столбиков без накида. От центра пятки с одной стороны отсчитываю 30 петель и ставлю маркер в 31. От первого маркера считаю 19 петель и тоже ставлю второй маркер. С другой стороны делаю точно так же. Пятый последний ряд вяжу так. Одна воздушная петля, которую отмечаю маркером. До первого маркера вяжу глухие петли, или их еще называют соединительные. Петлю, где первый маркер, провязываю полустолбик. Потом вяжу столбики с накидом до второго маркера. Петлю, где второй маркер, также провязываю полустолбик. Верх мыска обвязываю столбиками без накида до второго маркера на другой стороне. В этот маркер с другой стороны провязываю один полустолбик. Далее вяжу столбики с накидом до следующего маркера. Довязала до маркера. Теперь провязываю в эту петлю полустолбик. После маркера вяжу глухие петли до конца ряда. Пятку также обвязываю соединительными или глухими петлями. Соединительная петля в воздушную начальную петлю. Стелька готова. Теперь надо будет ее пришить к двойной подошве. Схема стельки в следующем кадре. С помощью клеевого пистолета приклею стельку к подошве в нескольких местах. Потом аккуратно ее пришиваю. В следующих видео я буду вязать тапочки с этой подошвы.
На этом я закончила делать подошву. Она получилась прочная. Нижняя часть подошвы, где искусственная нить, никогда не протрется. Приглашаю на канал. Если не подписались еще, подпишитесь. До свидания, до новых встреч.